Привет! С вами дачница Анюта, и сегодня мы разберем 3 важных вопроса по уходу за нарциссами. А также с вами обсудим несколько полезных советов, что же делать после того, как нарциссы отцвели. Уход за посадками заключается в рыхлении, поливах и прополках. Так как недавно прошел дождь, то поливать я не буду. И в течение сезона у нас в этот раз выдался достаточно сезон дождей хороший, поэтому нарциссы я не поливала, но до этого несколько лет приходилось. Мы берем с вами плоскорез и начинаем, после того, как нарциссы отцвели, начинаем рыхлить их и пропалывать. Одеваем перчаточки и приступаем. Так, ведро не взяла. Плоскорез, кстати, в этом плане очень удобная вещь. С ним очень удобно рыхлить и убирать сорняки. Когда у нас грядка большая, нам, конечно же, придется зашагнуть вовнутрь, как бы нам не хотелось бы, да? Но мы зашагиваем, а потом назад это все взрыхляем, чтобы не было уплотнения в этом месте. Я люблю работать вообще на мокрую землю. Это тяжело в плане грязи, конечно, и особенно когда копаешь, но сорняки вырываются просто божественно. Поливы необходимы при продолжительной засухе, во время бутонизации, цветения и спустя 2 недели после цветения. Поливать следует рано утром или поздно вечером. Вода при этом должна быть температурой окружающей среды. Одновременно с прополкой надо провести рыхление почвы, так как на поверхности земли образуется корка, а через нее быстро испаряется вода. Поехали дальше. На краю у меня находятся тюльпаны. Тюльпаны уже отцвели, поэтому я просто их убираю. Участок должен быть свободен от сорняков. Сорняки удаляем до их обсеменения, вырывая с корнем. Все вырванные сорняки убираем в компостные кучи. Прополка придает участку не только ухоженный вид, но и освобождает растения от конкурентов, использующих питательные вещества, предназначающиеся культурным растениям, уберегает их от болезней и вредителей, так как многие сорняки являются местом концентрации болезнетворных начал и личинок вредных насекомых. В этом плане хочу сказать, что по опыту уже, если вы хотите иметь чисто грядку нарциссов, как у меня, их не одна, а несколько, то, конечно, грядка должна быть узкая, то есть 1,40 м, 1,50 м. Это прям идеальный вариант, чтобы с 2 сторон вы не топтались и заходили, с каждой стороны смогли поработать с этой грядкой. О, выкопала, видите, луковицу нечаянно. Ничего страшного, мы можем ее назад посадить. Все, мы с вами закончили. Грядочка у нас теперь абсолютно чистая, взрыхленная, без сорняков, влажная. И влага сейчас не так будет сильно испаряться, да, как если бы на ней была бы почвенная корка. После того, как нарциссы отцвели, как вы заметили, я маркирую кусты. Я их перетягиваю хомутами с площадкой. Площадкой для того, чтобы подписать, что это за сорт и что это за куст. Что мы с вами можем сделать? В первую очередь мы должны посмотреть, насколько у нас вырос куст. Данному кусту 3 года. То есть он 3 года находится на этом месте, растет. То есть мы берем куст, смотрим по объему, потому что кусты-то могут быть разные. Если он у вас сидит уже больше 5 лет, он будет в объеме, наверное, вот очень большой, как эти 2. То есть берем соответствующий кабель. То есть в данном случае у меня стяжка кабельная, она продается вот в таких упаковках. Ну, я купила недорогой вариант, на самом деле. Размер у меня 4,6 мм на 400. Стальная. То есть 40 сантиметров в ней. Это вполне достаточно. Что я делаю, если мы просто хотим
куст закрепить, то мы просто закрепляем его, да, и перевязываем. Если вот так мы с вами, так вот мы с вами затянули аккуратно, не порезаться, затянули, все, он у нас красиво стоит, никому не мешает. Если у нас кустик небольшой, есть еще вот такие вот маленькие бирочки. Данные бирочки я покупала, чтобы понять, какой сорт, чтобы не потерять. То есть я занимаюсь именно еще маркировкой. Кроме того, что можно убрать куст, можно еще его промаркировать. То есть я пишу здесь цифру непосредственно, да, в соответствии с моей таблицей сортности. И смотрю, какой куст у меня подходит. В данном случае можно вот этот небольшой взять. И вот так вот перевязываю в петелечку. Зажимаю. И все, кустик у меня готов. То есть вот таким вот образом. То есть данная грядка у меня не маркирована. В этом году я ее не маркировала. Я не планирую в этом году эту грядку выкапывать и эти луковицы размножать. Соответственно, я ничего не делаю с ней. То есть в большинстве случаев, конечно же, нарциссы, если вам мешают, вы можете воспользоваться вот этим вот недорогим вариантом. У меня стоят собранные кустики нарциссиков. То есть вот у нас с вами стальные провода, как я и говорю, стальные хомутики. Вот у меня циферка тут, чтобы я не потеряла какой-то сорт. Также вот смотрите, есть такие пластмассовые хомутики. Ссылку оставлю вам в описании. То есть они тоже, видите, идут с площадочкой. Очень редко можно найти такие. Если просто для подвязывания, достаточно просто пластмассовые найти именно для кабеля. А если именно вам надо номер, то есть это касается не только нарциссов, но в принципе любой культуры, которую вам надо подвязать, очень удобно. Единственное, вот эти пластмассовые, они не берут очень большой объем. Так, смотрите, идем дальше. Вот мы пришли к самому моему большому, просто королю нарциссов. Посмотрите, какие они здоровые. Они просто тут в объеме нереально большие. То есть полностью весь хомут задействован. То есть видите, как я повесила бирочку. Я знаю, что это у нас сорт Гайкибо. Очень махровый, очень шикарный сорт, который просто очень большой объем у него. Листьев. Листья сами по себе, посмотрите, очень крупные. И, в принципе, сам стебель, когда срезаешь, он с палец толщиной. То есть это сам такой сорт. То есть есть сорта более такие тонколистные, конечно же. Это мы все понимаем. То есть вот пластмассовый хомутик. То есть он смог взять, да, вот эту толщину. В плане удобрения данную грядку мы сейчас с вами будем поливать чем? Правильно, навозом разводить. Хотя везде пишут, что навоз для цветов не нужен, я вам хочу сказать, что нужен. То есть по моему опыту, как раз когда сейчас цветок идет в наращивание в луковице, в усиление его на следующий год, то есть мы с вами внесли минеральные все удобрения, когда открыли нарциссы, потом, когда они зацвели. И третий у нас с вами период, это когда нарциссы отцвели. Они еще находятся, зеленая масса, и им надо луковица, чтобы у нас была здоровая, крупная, хорошая, которая перезимует и даст нам прекрасные цветы в следующем году. Мы с вами будем сейчас разводить навоз и поливать. Когда мы это делаем? Мы это делаем обязательно, желательно, перед дождем. Потому что запах просто шикарный. И мы начинаем их выкапывать через месяц-полтора. То есть у меня это происходит в начале июля. В зависимости еще от сорта. Потому что, смотрите, есть сорта ранние,
есть средний и есть поздний. Да? В течение месяца нарцисс у меня цветет разных сортов. Соответственно, сейчас мне надо выкопать самые ранние нарциссы, потом по периоду истечения времени мы будем подкапывать средние и потом самые поздние. Сушить их, обрабатывать и складывать уже в подвал на хранение. Половина луковиц у меня уйдет на продажу. Если вы хотите приобрести луковицу у меня, то переходите по ссылке в телеграм-канал, там я буду выставлять информацию, какие сорта непосредственно в этом году пойдут на продажу. Все остальные сорта у меня пойдут на размножение, так как нам с вами надо засадить еще целый участок, который мы с вами разрабатываем, и луковицы нам надо размножить. То есть мы будем еще заниматься размножением луковиц. Мы посмотрим, какая детка, да, может быть у нас с вами. Детка, средняя луковица, да, то есть как нам самое главное ее садить. Потому что если у нас с вами луковица крупная, она понятно даст, и на каком расстоянии, это на самом деле очень важно, и на какой период времени вы рассчитываете эту посадку. К концу июня листья нарциссов отмирают, и мы очищаем участок от них. В промежутках между луковицами мы с вами можем посадить красиво цветущие цветы, однолетние, такие как астры, бархат, цицинии и другие. А я часто на своих грядках высаживаю огурчики. Они полностью закрывают площадь грядки, а осенью мы наслаждаемся прекрасным вкусным урожаем. И не забывайте, если вы хотите вырастить хорошую луковицу в следующем году, а посадили ее только в этот год, то обязательно удаляйте цветочные головки в начале цветения, чтобы луковица сформировала все питательные вещества на следующий год.